Друзья мои, всем доброго утра. Покидаем Каменск-Шахтинский, а именно микрорайон Заводской. В Каменск по пути мы еще будем заезжать. Выезжаем по нашей убитенькой дорожке. Сегодня нам предстоит дальний путь, потому что надо будет и туда, и назад съездить. Это Ростов-на-Дону, это больше 300 километров. Нам предстоит проехать. Поедем по М4 Дон, мимо Платова. А там посмотрим. Еду на ТО я. 2000 проехал он почти. Едем, на обслуживание. Посмотрим, что там по деньгам выйдет и так далее. Но там потом будем делать вывод, есть ли смысл вообще проходить ТО или нет. Ну и по пути что-нибудь поснимаю. И пока в Ростове будем ждать, тоже, может, куда-нибудь съездим с вами, поснимаем, погуляем. А там посмотрим, сколько по времени они скажут, это все будет продолжаться и так далее. Знаете, это что у нас? Барашки? Овечки пасутся. Овечки пасутся. Что-то горит вдалеке. Непонятно, не видно. Может, опять трава горит. Это у нас ореховая роща. Ну, выезжаем на М4. Пока тут, видите, у нас сильно не разгонишься, потому что дорога у нас тут плохая. Солнышко поднимается все выше и выше. Ночью было 15 градусов. У нас уже август. Хотя уже и в июне ночи были. Вернее, в июле были ночи прохладненькие. Эти кукурузка растет, все огорожено. Красиво. Ну, август еще может дать жару. Посмотрим, какая погода. Пока 30 градусов. А вот как-то была у нас пару неделек в июле 36-40. Было очень тяжко. Дорогие мои, выезжаем на трассу М4 Дон. До Ростова 147 километров. Ну, до места назначения моего там порядка 160. Ну, уже обкатка у нас закончилась, поэтому можно ехать повеселее. Ну, прям сильно гнать не будем, ну, посмотрим. Поделюсь с вами ощущениями, как это вообще все будет. Потому что по М4 я еще после обкатки на такие дистанции не ездил. Луганск, да, но там меньше машин, проще дорога. Здесь, конечно, дорога широченная, и мы здесь будем не самые быстрые. Многие удивляются, что говорят, вроде аж 300 кубов, а максималка такая небольшая. Друзья мои, это все-таки скутер, а не мотоцикл. Да и тоже, в принципе, они и мотоциклы, и скутеры по-разному бывают настроены. Здесь, видимо, все-таки больше нам мощность передаточная, особенно в самом редукторе. Но гипотетически, наверное, можно что-то как-то... Кто-то едет, что-то мигает. Ну, друзья мои, выдвигаемся. Вон, где поесть, ложка за маму. 26 километров. Но пока завтракать не будем. Кстати, да, кто еще не видел, фонари везде здесь поставили. И ночью здесь светло. Ну, пока еще раннее утро, поэтому машин не так много. Хотя понятие М4 немного машин, это такое себе. Ладно, ускоряемся.
Проезжаем заправки, вот гляньте, сколько машин. Ну, в принципе, вот в районе соточки он нормально идет. Где-то 7,5 тысяч оборотов. Максималка 8 тысяч, хотя красная зона вроде 10. После 9 туда, но туда почему-то не раскручивает. Подъезжаем к центральной части Каменска-Шахтинского. Видите, вдалека виднеется город. И мост через Северский Донец. Здесь скорость немножко сбросили. А это старая станица, здесь по правой стороне идет. Ну, здесь дачи вперемешку с домами, такое что. Видите, здесь пешеходные переходы все или подземные, или надземные. Местами еще вот строечка продолжается. Видите, здесь вот ветрозащиту поставили. Кстати, сверху я тепло оделся, а снизу шортики. И вы знаете, в шортиках, короче, немножко прохладно. Но я открыл подогревающие шлюзы. Так, ну, друзья мои, речку мы не увидим, потому что, видите, тут все закрыли. В общем, едем в Каменск-Шахтинский. Едем через город. Здесь трасса прям через город. Ну, хотя, с другой стороны, наверное, уже не Каменск считается, но это не точно. Знаете, парк Патриот проезжаем. Отель СССР. И вот поворот в Каменск пошел. А вот въезд в парк Патриот и фото. Все, теперь едем на Ростов. Да, кстати, вот путепровод из города на выезд. Дорога вроде неплохая. С утра пока не жарко. В районе 20 градусов показывает. Ну, обдувает. Так на месте стояли, было 20 плюс. Железная дорога справа пошла. Здесь поезда у нас ходят и электричечки. Она параллельно трассе идет так до самого Ростова, правда, немножко виляет. Заходя во все населенные пункты. Шахты с той стороны, вот оно заходит в шахту. До шахт 71 километр. А вот поворот на Донецк и на шахту 17-ю. Видите, здесь тоже еще светофор остался. Фараон вот называется это место. Ну, мигающий здесь светофор, ну, конечно, опасно. И типа перекрестка, если что. Вообще, конечно, жесть. Надо здесь развязку делать. Ну, пока ничего не делают. Знаете, какой поток машин со стороны Ростова идет, особенно фурами сколько. Стоянка, видите, вся забитая машинами. Ночуют ребята. Гостиница. Проехали мы поворот на Лихую. Здесь он тоже, видите, такая стояночка, столовая. С этой стороны много машин. Что-то еще продолжает строиться. Бензин 95, 62, 60 на Лубове. Да, лучше говорить вообще я последнее время заправляюсь на формуле. Видите, какая красота, какой глубокий спуск. Да, на спуске асфальт, конечно, поплыл. Ох, зимой, наверное, бывает, катаются. Но его, по идее, должны чистить. Фасочник понесся. Да, ты летишь.
залетаем. Дорогие мои, ну что, едем мы уже 7 часов утра. Мы проехали поворот на Красный Сулин. Осталось нам еще 80 километров по навигатору. Дорога переменная, где-то вот такие вот вкладки, где-то нормально, стало уже потеплее. Компьютер показывает 23 градуса за бортом. Но по правой полосе, я вам скажу, ехать плохо. То есть в основном едут фуры, и фуры сделали, короче, волны. Когда вот здесь волны. Ой, это было тоже. Так, поворот на Новочеркасск, на шахты. И Новошахты с правой стороны проехали. Осталось нам 60 километров. Сейчас где-нибудь до заправочки заедем, надо будет остановиться чуть-чуть отдохнуть. Что надо размять пятую точку все-таки. Сделаю остановочку. Разминаюсь. Это, друзья мои, не Терекон. Это горы, походу, подсыпать стройматериалы для ремонта М4. Вон строительная техника там стоит. Это типа щебенки, не щебенки, что-то такое. Тут тоже вон люди стоят, отдыхают. И заправочка. Сейчас минут 5 передохнем и поедем. Ой. Поразминаю ножки. Пятую точку. Коник везет нас. Ну, друзья мои, я вам хочу сказать, что в принципе, если по прямой ехать с одной скоростью, где-то он 105-110, в принципе, может вполне идти. Вот. Фуры, в принципе, обгоняет. Ну, крейсерская, не знаю, не больше 120, в смысле, не крейсерская, вообще 122 где-то вот получилось. Наверное, он бы и побольше бы, там 125-130, если долго по прямой, с горки и с ветром ехать. Но, короче, нормальная скорость у него где-то вот так вот по трассе. Если вот такой М4, это 95, 105, ну 110. А так вот 95-105 вот где-то он идет. Знаете, какие здесь красивые подсолнечники. Красота. Август месяц. Так, дорогие, мы подъезжаем мы к повороту на Платово. Была тут небольшая пробка с аварией. Немножко медленно мы поехали. Ну, я не снимал то место. А вообще, конечно, пробка там может быть далеко, хотя вроде все на обочине. В общем, да, аккуратно надо ездить, торопиться не спеша. А мы повернули на Платов. Я здесь еще ни разу не ездил. Ну, аэропорт ССО, пойдем сейчас пока не работает. Да, шикарно. Да, здесь классная дорога, широкая. М4 все-таки местами какая-то такая узковатая еще. 3 полосы, конечно, здорово. О, основные терминалы пошли. Кстати, интересно, на парковке много машин. Ну, относительно. Хотя аэропорт не работает. Интересно, что они там делают. Так, а вот и наш съезд на объездную вокруг Ростова
до Таганрога. Да, настроили здесь, конечно, классно. Сразу вокруг инфраструктура развивается. Но вот эту дорогу построили, по-моему, вот недавно буквально. Я вот ехал, кстати, тут что-то еще доделывали в июне. Так, по-моему, вот прошлый год что-то такое. По ней главное ехать. Можно проехать поворот на М4. Заехать в Новочеркасск. Вот тут и настроили. В одном месте народ стоит, купит, круговое движение такое сделали интересно. А гляньте, здесь как красиво. Домики какие красивые. Да, развязки интересные. Заезжаем в Ростов. Опять красивые домики пошли. Да. Сколько ж такой домик стоит? Кто в домике живет, да? Темирницкий начинается. Да, движение, конечно, тут уже совершенно другое. Благо, автосалон сверху тут находится практически у выезда. Так, едем по навигатору. Друзья мои, гляньте, какие здесь прикольные домики. Мы сделали небольшую остановочку, снял я куртку. Здесь неукатанная щебенка. Так плохо он по ней едет. А то уже жарковато стало, поэтому я немножко разделся. Тоже перчатки уже в городе снял, думаю. Здесь мы гонять сильно не будем. Нам тут осталось 6 километров. Мы практически приехали. То есть совсем чуть-чуть нам осталось. Заезжаем в Верхний Темирницкий. Сколько же здесь коттеджев. То есть здесь даже есть автобусная полоса. Видите, у нас такого нету. А вон Ростов уже виднеется. Ну, это уже по сути Ростов. Я имел в виду, высокоэтажки виднеется. Да, большой город. Все по-другому. Гляньте, он еще вдалеке, высокоэтажки, еще выше туда. Новые микрорайоны. Это не точно. Так, ну нам пока прямо. Так, грузовик хорошо уехал. Можно ехать нормально, а то загородил весь простор. А, здесь вон торговые центры. Леруа Мерлен. Или Мерлин. Что-то еще вот строили рядом.
Главное нам повороты не проехать. Так, а здесь Ашан пошел. Не знаю, правда, работает или нет. Наверное, работает. Машин пока немного. Ну, еще утро только субботнее. Он еще... ну, что я туплю? Он же еще и не работает. Это я-то встал сегодня рано. А так-то на улице еще сейчас только 8 часов. Вот, наверное, часов с 8:30, с 9 работает. Поэтому все нормально. Тут какая-то вот заправка строится. Но здесь нужно потихонечку ехать внимательно. Особенно еще, когда чисто так интуитивно знаешь, куда ехать. Я в прошлый раз отсюда ж выезжал. Вот так. А ну нам, по идее, прямо. Потом направо. Но это не точно. Через 300 метров на светофоре поверните направо. Капитальную улицу. Через 300 метров на светофоре поверните направо. О, в тенечке прямо холодно. Ямки местами залатанные. Так, что-то непонятно. Здесь как-то они стоят. А, здесь, наверное, направо. А, стоп, я туплю, друзья мои. Нам как раз на этом светофоре и надо повернуть направо. Хотя можно и прямо поехать. А я думаю, куда мне ехать? Да, мы в прошлый раз на этом светофоре я протупил. Не в тот, видите, две полосы здесь, а я стал в левую, в правую, и пришлось, короче, проехать перекресток прямо, а потом уже разворачиваться там. Вообще не видно, какой свет горит на светофоре. Светофоры старые. Торопиться не спеша, пусть местные летят, а нам спешить некуда. Вот опять, знаете, он развернут, еще зеленый, и сейчас солнце светит на него, еле-еле видно, что он там светится. Так, а здесь нам нужно налево. Так, здесь, наверное, надо нам перестроиться в эту полосу все-таки. А, бегунья. Потому что нам здесь, насколько я помню, нужно будет направо поворачивать дальше там. Не вот на первом перекрестке, по-моему, а на след. А, нет, здесь сейчас круговое будет. Есть круговое, но нам по круговому получается прямо, то есть не направо. Ой, как хорошо, что салон не где-то внутри. Круговое движение, второй съезд. Уступи дорогу. Ну понятно, что уступи. Главное ехать по крайней полосе, потому что с крайней нужно съезжать по ПДД. И все время поворот направо при заезде и при съезде. А то некоторые левый включают. Не надо здесь левый включать. Впереди камера на полосу. О, видите, опять камера на полосу. Опять видите, общественного транспорта полосы здесь уже. У нас такого нету. О, вдалеке красавица Ростов. Да, тут лучше пешком ходить. Или на такси, но это не точно. Ну, хоть много букв А не перепутаешь. А вот, кстати, по той полосе с другой стороны ехал, я не помню, там, чтобы буквы А были. Ну, может, и есть. Так, вот этот перекресток мы сейчас проезжаем. А на следующем направо. Да, вот он, торговый центр этот большой. На автобусе я сверху там вот вышел с правой стороны и обходил его вокруг, потому что там стройка идет. Так, друзья мои, 8:20. Во сколько я выехал? 6:20. Ну, 2 часа, короче, мы ехали.
А, вот он парк, а у них мотосалон за ним. Да, здесь я первый раз тогда на него сел, непривычно было. Через 200 Так, метров вот здесь поверните где-то направо, только... во двор. Где к ним заезд? Я уже забыл. По-моему, чуть дальше. Да, вот где машина выезжает. Поверните направо, во двор. Вот здесь. Да, вот мы приехали. Honda, велострана, До конца маршрута Kawasaki, Royal Enfield. Арика почему-то нету. А, вон Марин есть. Ну, Супер Марин это дилер Арика. Так, ну что, заедем пока сюда. Будем ждать 9, они с 9 работают. В салон привезли много новых мотоциклов. Хонды привезли новенькие. О, 449. Прикольно. Привезли вот такие красавчики. Бендна. Ну, их разбирают как пирожки. Вот 3 штуки стоят, все уже проданные. Так что много интересной мототехники. Приходите в Мотодон. Друзья мои, ну что, оставил я мотоцикл на обслуживание. Есть у нас время погулять. И, скорее всего, отправляюсь я. Попытаюсь добраться сейчас до зоопарка. Здесь, говорят, классный зоопарк. Но это будет отдельное видео. Смотрите чуть позже. В общем, отправляемся, а с вами продолжим после того, как заберу мотоцикл. Ну и расскажу, что и как прошло. Так, друзья, ну что, вот и сделали мне ТО. Я уже на заправке. Заправил 8 литров топлива. ТО обошлось 6500. Единственное, что-то, не знаю, каким-то образом отломался щуп. То ли у них, то ли в процессе пластик, не знаю. В общем, пытались его найти, достать, не достали. Ну, сказали, что ничего страшного, я надеюсь. Вот. Масло поменяли, фильтры прочистили. Воздушный фильтр не меняли, нормальный, но почистили фильтр вариатора. Говорит, пылюки, грязи было. Ну, я, видимо, где-то по полям ездил. Короче, надо минимизировать эти поездки. А так, в принципе, все нормально. Будем выдвигаться в обратный путь. Ну, прогулялся я по зоопарку, это вы увидите в следующем видео, как и обещал. Ну, сейчас по дороге еще, может, немножечко что-нибудь поснимаю. А так, жарко сегодня, где-то 33 градуса в тенечке, ну, на солнце, наверное, поболее все-таки. Ну что, друзья мои, будем выезжать из Ростова. Здесь, конечно, много машин, интенсивный трафик. Особенно, когда не знаешь, как, куда что ехать, будем выбираться. Скорее бы, конечно, выбраться на трассу. Так, ну уже знакомые дома, уже попроще. Еще немного и выберемся за город. Красивые домики. Сейчас хоть еду, ветерок обдувает. А то, конечно, жарко, пипец. Надо еще где-то водички купить. Сейчас поедем по пути, может, что-то увидим. Магнит пятерочку.
на ту сторону не хочется переезжать. Потому что нам еще далеко ехать. Вот Магнит, в принципе, но... А, он еще строится, походу. Дорога здесь немного ушатана, в принципе, более-менее нормально. Лучше, чем у нас на профильной в Каменске. Ну, кровля, заборы. Ух ты, какая барышня прилегла. И рукой заманивает. Что-то пошло не так. О, Шумахер. Ну что, тут немножко уже до трассы осталось, друзья мои. Уже тут, в принципе, сейчас дорога будет не сильно нагруженная. Поэтому сегодняшнее путешествие будем заканчивать. В общем, ТО вроде более-менее прошло нормально, не считая щупа. Ну, конечно, ездить туда-сюда мне 160 километров. Такое себе удовольствие. Да, кстати, регистратор вроде починили. Ну вот, туговато он работает, надо разбираться. Ладно, дорогие мои, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем ваши комментарии. Всех, как всегда, мирного неба, крепкого здоровья. Ну и до новых встреч, до новых видео. Давайте на вот таком вот красивом виде. Пока-пока.